Привет, меня зовут Николай. Мы находимся в доме в лесу у озера. Раннее утро, 6:20. Вот надо позавтракать и поедем на речку. Посмотрим, что там будет. Так, всем привет еще раз. Продолжаем дневную хронологию дня. Съездили, порыбачили. Поймали вот столько мелочи. Сейчас нужно будет ее почистить, потом пожарить. Так, рыба пожарена, а напарник все ездит и ездит. Так, сейчас можно смешать лук и морковь, мясо. Все покошено с помощью китайской косилки. Тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. Вчерашняя картошечка с мясом. Так, идем к лесу. После дождя трава мокрая по пояс, но тропинка так прослеживается. Думал, что камера у меня работает, включил ее. Ну, вот мы оставили здесь картинки. Все, сейчас идем домой. А нам туда. Все, уходим. Камера в дожде. Идем домой. Все, выходим из леса. Как там выражение? Откуда дровишки? Да, шарики лета. Глухие лабрадоры. Ты лабрадор. Веня. Да. Вай. Ну вот сколько грибов получилось.
Всем привет, меня зовут Николай. Мы находимся в доме в лесу у озера. Раннее утро, 6:20. Вот надо позавтракать и поедем на речку. Посмотрим, что там будет. Жить захочешь не так расстоять. Мейка. Повела. Опять уклейка. Повелось. Опять уклейка. Да, ладно.
Так, всем привет еще раз. Продолжаем дневную хронологию дня. Съездили, порыбачили. Поймали вот столько мелочи. Сейчас нужно будет ее почистить, потом пожарить. У нас еще есть картошка, можно отварить картошки. Будем отваривать. Что там у нас температуру только что поднес? Вот она 24,6. Она... Хозяин он прореживает свои кабачки, чтобы было больше. Хорошо чистится, свежая рыбка. Нормально. Плотвичка. Рыбу почистил, сейчас промываю. Ужас. Ужас. Потом надо еще жарить. Так, все, рыбка почищена. Как говорил Папанов, бриллианты в руке, достаточно одной таблетки. Посмотрим, достаточно одной таблетки или недостаточно. Вчера дождь шел ночью. Загорелось, все понял. И дровишки, которые здесь лежали, они сырые стали. Ну, ничего так. Таблетка горит. Горит.
Бляха. Мама дорогая. Да, за огнем надо следить. Больше, меньше, это не газ. Это огонь. Это огонь. Так. Рыбка, рыбка, где твоя улыбка? Опа-на. Так, рыба пожарена, а напарник все ездит и ездит. Офигел уже. Пойдемте с нами. Я уже офигел здесь. Птички. Жуть. Все. Так, ребятки, сейчас что-нибудь сделаем. Мясное рагу с картошкой и овощами. Это у нас тут шашлык классический. Ну, просто мясо так порежем. Масло кинем. Хорошо. Горит. Горит.
Интересно, чем он может пахнуть, это мясо? Как вы думаете? Ну, если я вам скажу, что уксусом. Не знаю, прав я или нет. Напишите в комментариях. Да. Пахнет уксусом. Так, поджариваем мясо в масле. Да. Накрываем крышечкой. А потом уже и морковка пойдет, и лук, и картошка. Не знаю, как это называется. Можете сами назвать его. Вот. Закрывай крышкой. Вот так. Пусть тушится. Чисто мясо. Так, я вижу уже мяско тросиком начинает розоветь. Угу. То есть оно уменьшилось в объеме. Заметьте, у нас лук и морковка отдельно от мяса. Ну, надо же немножко его потушить. В смысле лук и морковку. А потом уже смешать с мясом. Ребятки, я так думаю. Я конечно не повар. Ну. Еще немного, еще чуть-чуть. Закрываем. Так, сейчас можно смешать лук и морковь с мясом. Она трохи упарилась вместе. Вернее, отдельно. А сейчас можно их вместе смешать. Отлично получается. Угу. Поджаристое мясо. Так, не могу сказать по соли. Можно, конечно, сейчас определить. Маленький кусочек мяса. Вот, возьму. Угу. Для меня соленый. Угу. То есть очень соленый. Так. Сейчас что я делаю? Добавляю картошку. Добавляю картошку. Без ничего. Кипящие, не кипящие, как она называется, воды. Все. Закрываем, пусть парится.
Всем привет! Вот эта зелень, болезнь, так сказать, помидоров. Вот она сейчас здесь, нужно обязательно ее сжечь. Сейчас, по-моему, накрапывает дождик такой. Ну, будем разжигать костер. Сжигаем ненужную макулатуру. Ее тут порядочно. Там-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам-тарам. Вчерашняя картошечка с мясом. Яйца, между прочим, да? Я видео снимаю, между прочим. Так, картошка с мясом. Слева, справа. Так, салатик, огурцы с помидорами, со сметаной. Так, что у нас тут? Здесь у нас остатки грибов маринованные. Все, господа, приятного аппетита. Всем спасибо. Пойдем в лес, ждите. Ну что, друзья, будем обедать. Картошка с мясом, салат из помидоров и огурцов со сметаной. Отлично. По стаканчику безалкогольного пива. Не будем рекламировать ее. Вкусно. Ну вот, костер догорел почти весь. Вот какие цветы. Да, с такой высотой. Можете представить, 2 метра выросли здесь. Я такие цветы в детстве видел. Уходим в лес в целях безопасности. Вчерашней скошенной травы положили в костер. Ну, чтобы не было пожара. Ну, идем ненадолго, час-два. Так, вот сегодня температура 18,3 градуса. Мы идем в лес. Надо было в обход пойти. Так, идем к лесу. После дождя трава мокрая по пояс. Но тропинка так прослеживается. Ну, а до леса совсем недалеко. До леса 200 метров. Но брюки уже классные такие. Все сыро. Идем посмотреть, грибы есть или нету. Ну, сейчас еще конец июля. В августе, может, что-то и будет. Ну, вот. О, сырые ноги. Вернее, не ноги, а штанины, брюк. Ну вот.
Какая красота. Идем на новое место. Хозяин меня хочет показать какое-то новое место. Посмотрим. Растения больше, чем 1,50 м. Цветы какие. Душица какая-то. Это репейник, или мне кажется. Так, чем ближе к лесу, тем растения больше. Иду. Такие под мой рост. Стебли. Все, выходим на лесную дорогу, где вон там яблоня, говорю, рябина. Все. Все сыро. Вот мне говорят, снимайте подосиновик. Нет, бы промолчал и показал пальцем. А то снимай. Попробуй найди. Где он? Вон там. Попробуй найти. Пробую найти. Я не вижу. Дальше туда. Вот эта шапочка маленькая. Или мне кажется? Где? Ты нашел еще? Нет, это лист. Фу, где это? Может и не подосиновик. Ну, конечно, откуда тут подосиновики? Не, здесь были раньше. Раньше. Ну, сегодня-то нету. Где ты увидел его? Да, значит не подосиновик. Ну, ясно. Спасибо. Кон. Дождь. И первые лисички. Ой, что-то обломал так. Маленькие. Ну что, опять лисички. Такие большие уже. 2 штучки. Или сколько их тут? Еще одна. А цветы. Шмель. Какой-то маленький. Тоже вот собирает. Медонос какой-то. О, еще один тут шмель, по-моему, в лесу. Не знаю, как эти цветы называются. А там поле дальше или болото? Поле. Поле, да? Как раз напротив дома. Ага. А елки такие стоят. Большие. Ну как большие? По возрасту может быть лет 50, может 70. Дождь идет, но тут в кронах он не чувствуется. Ну, на всю неделю как-то рекламируют дожди по погоде. А если дожди, то может быть и грибы пойдут нормальные, белые. Белые подосиновики, подберезовики. Вон поле. Когда-то я видел здесь на кромке лося, на кромке леса весной видел лося. А это вообще костяника, раньше в детстве, не знаю, называлась так у нас. Она с косточками. Я вот эту... О! Иду. Так, а вот и первый подосиновик.
Ну, конечно же, нашел его не я. О, так. Как нам надо выкрутить. О, ничего себе, ребятки. Чувствуете разницу? Да, откуда он там вылез? Это вообще. О, а ножка белая. Уже слизень сидит тут. Слизень, мазень, как там в детстве называли. Фу. Ну вот такое чудо. Первый гриб в этом сезоне. Вот это капа на березе. Не чага, а капа. Это твердая часть дерева. И из нее, по-моему, делают какие-то поделки. Вот она уже покрылась мхом. Вот кора, а там уже такое основательное дерево. Ну, условно говоря, как железо. Смотрите, а здесь даже какие-то камни есть. Не знаю. Наверное, были занесены когда-то ледником. Ну, а может быть, тут недалеко поле, и уже тут, может, лет 50-70 тому назад с поля свозили просто их, и все. Вот он, камень. Со всех сторон это капа. Это не чага, это капа называется. Твердая часть нароста какого-то березы. Угу. Вот она твердая. Уже как этот самый. По звуку слышно. Останки дерева. Его то ли обгрызли лоси, то ли рогами обдербанили его. Сейчас я посмотрю, твердо она или нет. Да, оно достаточно устойчиво стоит. Ну, это может срезы такие, это может зубы, я не знаю, что это. Так, а что это у нас за дерево? И здесь точно такое же, но его... Точно такое же, но трухлявое. А это как бы... Не, похоже, что зубами такими срезы идут, как будто вот ножом или чем-то тут. Наверное, снег вот до сюда был. И потом они тут приходили и по снегу уже вот до такой высоты. А высота где-то 2 метра этого куска. Я даже не знаю, что это за дерево. Ну, осина, да. Типа осины. Лоси, если будут есть, то они осину только будут есть. Вот она. Так, вот осинка, а вот дупло. Ну, кто тут? Маленькая птичка может поселиться в этом дупле. Здесь где-то расстояние максимум там по ширине где-то 2 сантиметра. Ну и оно там сантиметров 10 по стволу. В длину, условно говоря. Вот. А внизу что? Внизу что у нас? Это называется заячья капуста. Когда вот витаминов не хватает по весне, ой, лягушка бежит, то можно там варить вместо щавеля или что там, эту вещь. Это первая зелень, может, которая появляется. Вот интересная вещь получается. Видите вот эти отверстия? Одно, второе, так, третье, четвертое, пятое. И так доверху, да. И есть такие суждения, что это делает дятел. Дятел, и он там ищет, возможно, короедов ищет. Вот. Ну и есть даже вероятность такого, что говорят, что может что-то там положить, типа ореха, типа семечки. Смотрите, вот какое глубокое это самое отверстие выдолбил. Ну, оно уже как бы трюхлявое. Ну, я не хочу думать, что здесь могут быть короеды, потому что, ну, дерево уже достаточно старое. Или может это быть давным-давно он этот самое что-то делал. Вот. Я даже сейчас попробую уронить его.
Ага, вот. Вот еще одна. Ага. Вот я просто уронил его, оно уже сгнило. Вот точно второй же вариант дерева. Тоже эти места, отверстия такие. Ну, вот такое отверстие. О, это еще держится. Это мы не уроним. Идем дальше. В плюсе только один подберезовик. Так, а вот это подосиновик? Боровик. А, боровик, да? Да, подорешник. Ага, Он горький горький. и розовеет. Да, он розовеет сразу, видите, вот такой. Ну, я бы не сказал, что он похож на белого гриба. Ну, сейчас просто мало влаги, ага. и поэтому он такой худенький. Угу. Один может испортить весь котел с этими, с грибами. С едой. Да. С Такая грибным супом. горечь такая. Да, вот такая фигня. Ну, надо, я сейчас попробую на язык. Не надо. А чего? Ну, он горький. Не, сейчас попробую просто на язык. Вот если не знаете, то надо пробовать на язык. Сейчас я попробую. Так можно и бледную поганку попробовать на язык. Ты знаешь, даже не горчит ничего. Не горчит? А? Ну, если этот фильм сделаю, ребята, то значит я выжил. А если нет, то... Фу. Не горчит. Ну, тут вообще дерево 1,5 обхвата. Голое. Ну, похоже, это тоже должна быть осина, я так понимаю. Вот. Ну, тут-то, естественно, уже дятел постарается, я так понимаю. Вон О, да, ага, вижу. О, здесь ведь, так сказать, для него было непочатый край работы. Непочатый край работы. Вот это кора. Тут же это самое и как короедов должно быть много. Вау. А тут муравьев. Тут и муравьи. Да. Как говорят, это сушина. Сухое дерево. Вот здесь муравьев сколько облюбовало себе. Не знаю, видно, нет? Ну, больше трогать не будем. Так, ну это что? Лёжка могла быть кабанов. Так, вот здесь вода не очень мутная. Здесь мутно, но мы не видим этих самых... Не, есть какие-то следы. Вот здесь вода мутная. Значит, недавно кто-то здесь побывал. Ну, скорее всего, это могли быть кабаны. Вот след. Вот второй след. То есть сейчас было жарко. И они... Ага, и они приходили. И здесь лежали. А вот еще смотрю. О! Лосиное копыто. Да, и вот здесь шел. Да. Сейчас я подойду туда. Ну, похоже, что тут могли быть лоси. Вот это точно лосиное копыто. Вот она. Наверное, просто баламутил лось. Ну, может быть, проходил, может быть. Нет, сейчас посмотрю. В прошлом году здесь ставили с собой ловушку. Ловушку, да? Ну да, вот тут большие следы такие, копыта. А, ну может просто проходили, они здесь не лежали. Вон, красивый. Ага, Увалился. ага. Не, вот дальше. Видишь? Я вижу. Ага. Вот. Ну, даже чувствуется, что как бегом бежали. Рысью. Угу. Ну так, просто окунулись и побежали дальше. Ну, тут же есть и озера, где можно подойти, посмотреть, вернее, не подойти, охладиться для зверья. А елки мощные, возможно, скоро будут их рубить. Да, такие. Сосна, елка. Вот лево сосна, а это елка.
еловый лес. Редкие сосенки вписываются. Вон там прямо сосна. Елка, а за ней сосна. И такие елки здоровые. Да, похоже, перспектива у заповедника рубить в этой зоне лес. Рубить. Так, это что тут за грибы такие? Поганка. Вот она какая поганка. Ой, по глазу что-то шлепнуло. Фигня. Мох. О, какой красивый мох. Между срубов прокладывает им деревянных домов. А вон там вдали поганки. А, черничник. Вот он мох зеленый. Раньше в старину забивали вот эти самые места между бревнами в срубе именно мхом. А потом уже появилась пакля и прочее. Тоже поганка. Да. Ограждение для муравейников. Ну, видать, была такая программа. Ну, уже эти ограждения стоят сколько лет. Ну, так прикинуть, может, года 3-4, может 5. Вот еще одно ограждение для муравейника. Но почему-то муравейник ушел немножко правее от ограждения. Такое бывает. А вон там еще один. Одно ограждение вижу. Справа еще второе, третье, четвертое. Ну, видать, была такая программа по муравейникам. Была такая программа по муравейникам. О, класс. А тут нора чья-то. Ну, небольшая, не знаю. Так, здесь нету. Так, а вот они, ограждения стоят. Вон они, 1, 2, 3, 4. Именно муравейники оградили. Сейчас дождь идет. А вот интересная ситуация. Почему-то я так думаю, что здесь был муравейник. Вот здесь. Вот здесь был муравейник. И возможно, вот они края этого муравейника. И возможно, я так думаю, что его разрыл медведь. Но муравьи тоже ж не глупые. Они что сделали? Они, видать, восстановились и сделали один муравейник здесь, а второй муравейник вот здесь. Вот. А на месте старого муравейника образовалась воронка. Вот она, воронка. Я думаю, что это медведь сделал. Медведь там то ли яйца, то ли что он там собирает у них. Вот. Вот один муравейник, и вот там вдали второй муравейник. А здесь воронка. Ну, это мои предположения. Опля. Так, можно и штаны оставить здесь. На этой штучке. На этой сушинке. Высохли лисички. Так, а вот в лесу, даже не на болоте, растет голубика. Ну вот ягодки какие. Дикая голубика. Дикая. А вот тут черника. Уже как подбрал кто-то или что.
Ну. Кстати, а в лесу голубика, она вкуснее, чем на болоте. Может, та еще не набрала на болоте. Угу. Ничего. Почти по вкусу, как черника. Нормально. Трава. В основном елки и сосны. Тоже какая-то просека туда идет. Так, ну вот там вдалеке вроде как видны лисички. Сейчас я приближу сначала. Оранжевые. А сейчас подойду к ним. Вот там, видите? 2 недели назад, говорят, тут ничего не было. Так, гляньте, лисички. Вот такие здоровые уже. 2 недели, говорят, ничего не было. Так, пройдемся дальше. Ну, это лисичиный рай называется. Глянь, они уже начинают перезревать. Так, а дальше... О, я вообще лисичек я люблю, уважаю, но столько лисичек. Смотрите, сколько их тут много. Ужас, они уже тут начинают перезревать. Я так понимаю. Море лисичек. Море лисичек. Слушайте, идет дождь. Камера в этом. А вот они, лисички все. Ничего себе. Я такого вообще не видел, чтобы было столько лисичек. Глядите. Желто от них. От этих лисичек. А здесь что творится? Ничего себе. Вот они. Лисичек. Ну, что это назвать? Море это. Не знаю, как назвать. Море, не море. Сейчас я вот пока снимаю. Но потом будем собирать. Мы взяли 2 ведерка маленьких. А смотрите, что делается здесь. Это чисто лесопосадка лисичек. Так они уже начинают и перезревать. Да. А там вон сколько лисичек. Да, удивительно. Я столько лисичек особо не видел. Вот где-то так. Полянами такими. Он просто так в сторону отойдешь, смотришь, и здесь они сидят. На удивление. Ну, вообще, у меня нет нет восторга по этому поводу. Вернее, есть восторг. А здесь бедный подберезовик или этот ложный какой-то голову свесил уже. Ну, это вообще чудо какое-то. Это вообще чудо. Так, взяли маленькие ведра. Ну, вот они полные. А вот лисички эти. Ну и до того много, что просто не ожидали, что будет так много лисичек. Идет дождь. Камера у меня уже вся в воде. Вся в воде. Вот эта дорога на ту речку. И вдалеке тоже там видны лисички.
Дорога на ту речку, до которой там, ну, условно говоря, там километров 5. Ну что, жалко. Ну, пусть они остаются для кого-то другого. Вот так. Все. Пойдем обратно, может, домой. Идем домой, обратно? Да. Да, ну, оставляем другим грибникам вот эти все лисички, которые есть. Сколько их тут. Ну, короче, все не унесешь с собой. Все не унесешь с собой. Тем более нам сегодня надо ехать домой обратно в столицу за 250 км. Ну вот. Все, грибы, грибы. Грибы, грибы. Это все лисички. Я такого чуда еще не видел. Белых грибов я в прошлом году видел. Чудо. А вот лисичек я не видел. Сейчас пойду туда чуть-чуть подальше. Просто так, ради съемки. Вот. Сейчас мы все равно идем домой. Ну, просто, если будут опять лисички, то я буду снимать. Просто так. Ради забавы. Так, ребятки, вот я прошел 50 метров. И опять что я вижу? Вот эту желтизну. Вот эти большие такие лопухи лисичек. Удивительно. О, а это подберезовик, наверное. Подберезовик. Ну, а здесь опять как обычно, лисички. Лисички, 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 лисички. Да. И вон там лисички. На удивление. Оп. Обойдем. Да, тут если пойти, то море лисичек будет. Ну, что вы хотели? Здесь вообще люди не живут. Мало людей вообще находится. Вот, от ближайшего населенного пункта здесь где-то километров 7 по дороге. Боже мой, нифига себе. Ну такие лопухи. Слушай, мы неделю назад были здесь. Нам надо было неделю назад здесь сходить. Вернее, я был со знакомой неделю назад. Фу. Смех. Короче, смех и слезы. Это ужас. Так, ребята, море грибов. Вот я уже тут нарвал. Нарвал, думал, что камера у меня работает, включил ее. А сейчас пришел, смотрю, она не работает. Пришлось дубль 2 делать. Вот они грибы. Море грибов. Так смотрите, такие здоровые уже. То есть это не по пятачку такому собирать. Но мы уже набрали 2 корзины. Если знакомые еще останутся на какое-то время, то мы им скажем, чтобы они пришли сюда. До реки там где-то еще, до речки там километра 3. И вот по этой просеке, наверное, все это есть. Вот, ну, нам, ну, я не буду собирать в это самое. А может собрать? Как ты считаешь, собрать в эту курточку или не надо? Не знаю. Мы люди жадные вообще. Или чего нет? Я видел его, ага. Мы люди жадные. Вот в эту тогда. В какую? Твою? Она грязная, да. Ага. Рабочая. А, ну давай, хорошо. Ну, кое-что соберем, наверное. Вот. Всем пока. Надо выбирать такие, которые Ну, а что, нормальные, большие. покрепче. Ну, так они все там. Так, нашел еще подберезовик. В море лисичек. Так.
Смотрите, какой красивый. Да, вот таких найти это в радость. Но скоро они появятся, я так понимаю. Здесь. Отлично. Отлично. Я вообще рад, что мы в последний день пошли сюда. О! Класс. А это что такое? Гляньте. Обгрызли, сволочи. Это слизни. Ну, жалко нам, через пару часов уезжать отсюда. Да. Радуют мне вот эти места. Радует дикостью природы. Вот. То, что людей мало. Люди здесь не ходят. Вернее, людей мало. В том плане, что людей мало. Поэтому здесь как бы все есть. Но все, мы уже собираемся и уходим отсюда. Вот если еще туда пройти, то там еще много чего можно увидеть. А вот я смотрю, тут что-то желтеет. Опять лисички эти. Да. Ну, здесь немного. Да. Жалко, но, как обычно, у нас, как говорится, не хватает времени. У нас в жизни не хватает времени. Смотрите. 2 подосиновика. Класс. Я радуюсь. Радуюсь, как маленький ребенок. Вот. Много ли для жизни счастья нужно? Вот, посмотрите на эти лисички. Мы уходим, они остаются. Кто его знает. Сколько этих лисичек еще в этом лесу. Вот они все. Море. Отлично. Отличное настроение, ребята. Класс. Лисички, лисички. Кругом одни лисички. Можно песню петь. Так, что мы тут насобирали? Слушай, я еще 2 подберезовика нашел. А то ты еще сидишь на этой плантации. Фух. Ну, выбираем. Все. Старые не беру. Подосиновики ты имеешь в виду, не подберешь. А что там за такой оранжевый цвет вдалеке какой-то? Это наши корзины. А, корзины наши. Я думаю, ну вот мы оставили здесь корзинки. Все, сейчас идем домой. Это все лисички. И вокруг все лисички. А нам туда. Все, уходим. Камера в дожде. После дождя, вернее. Идем домой. Вообще не пройти, не проехать называется. Все сырое. Ты в этом году был здесь? А что тут не было такого? Не было этой травы, листвы? Ужас, что творится. Я говорю, нам нужно было возвращаться по той дороге, по которой мы зашли. Вот еще для истории засниму лисички. Вот они как растут. Тут канава идет. Вот смотрите. Все лисички. Прощайте, лисички. До следующего раза. То есть до свидания. Не прощайте, а до свидания. Так, хочется еще снять. Плантации лисичек. Выходим домой. Вот. Ага. Идем. Идем домой. Так, ребята, вышли на нормальное пространство. Весь сырой, даже не влажный, это называется сырой. Смотрите, все
Где там? До шеи вплоть. Вот, но счастливый. Вот нормальная дорога, сейчас мы придем домой. Отлично. Все, выходим из леса. Шарики лета. Да, шарики лета. Глухие лабрадоры. Ты лабрадор. Веня. Да. Вай. И Рэчел, да? А что, жарко вам? Так сходили бы, покупались. Кофе с молоком. Да, во, налазь на него. Да. Воспитывай. Воспитывая. Так, так они же обе эти сучки. Мамки, да. Обе мамки. Ну это у них это... Ну типа она показывает, что она старшая А, в этом роде. в этой группе. Ага. Ну вот сколько грибов получилось. Ой, теперь их нужно очистить. И все.